Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю советской банкноте двум червонцам 1928 года. Параметры банкноты. Размер составляет 158 на 88 мм. Материал белая бумага. Водяной знак отсутствует. Данная банкнота была введена в обращение в июле 1928 года. Принимались до реформы 1947 года, но фактически были вытеснены выпуском 1938 года. Лицевая сторона имеет рисунки и надписи темно-серого цвета. Посередине расположена фигурная рамка с барельефами. Наверху нее герб СССР образца 1923 года. Ниже картуш с номиналом прописью «Два червонца». Над ним две строки билет Государственного банка СССР. Внизу один червонец содержит 7,74 234 стотысячных грамм чистого золота. По бокам в прямоугольных розетках имеются цифры 2. Внизу рамки номинал указан на тюркско-татарском языке. Слева и справа расположены узорчатые рамки, в верхних углах которых в розетках цифры 2. Под ними надпись «Билет Государственного банка СССР, два червонца». Выполнено на украинском слева и белорусском справа языках. Нижняя часть рамок содержит надписи на грузинском и армянском языках. В средней части между цифрами 2 имеется текст. Слева банковский билет подлежит размену на золото. Начало размена устанавливается особым правительственным актом. Справа банковский билет обеспечивается в полном размере золотом, драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и прочими активами Госбанка. В нижней части купюры находятся подписи правления Государственного банка. Справа вверху серия и номер указаны серым цветом, слева внизу красным. Оборотная сторона имеет цветное оформление, содержит фигурную рамку, по углам которой расположены гелиширные розетки с цифрами 2. Внизу над барельефом указан год выпуска банкноты 1928. Вверху посередине имеется надпись «Билет Государственного банка СССР». Выполнено на 6 основных языках СССР того времени. По бокам на тех же языках указан номинал прописью. Теперь рассмотрим цену банкноты «Два червонца» 1928 года. Обращаем внимание на серию банкноты, так как она в первую очередь и влияет на стоимость. Серия и номер банкноты находятся на лицевой стороне. Выпускались два червонца 1928 года в ходе 4 выпусков. У первого выпуска на лицевой стороне находится 5 подписей. Среди них подпись Шейнмана. У второго выпуска 4 подписи. Среди них подпись Пятакова. У третьего выпуска 4 подписи. Среди них подпись Колмановича и Карклина. И у четвертого выпуска 4 подписи. Среди них подпись Колмановича и Горбунова. Определите, как именно у вас, и запомните. Начнем с первого выпуска. Напоминаю, что у первого выпуска на лицевой стороне находится 5 подписей, среди которых имеется подпись Шейнмана. Начнем с серии АА. Обе буквы большие. Образец красной надпечаткой и надпечатка неплатежной. Стороны отдельно. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 40 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 90 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 120 тысяч рублей. Далее следует серия от АА до ЕВ. Первая и вторая буквы данных серий большие. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 8 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 40 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 100 тысяч рублей. Теперь переходим ко второму выпуску. Напоминаю, что у второго выпуска 4 подписи, среди которых имеется подпись Пятакова. Рассмотрим серию от ЕМ до ЗС.
Первая и вторая буквы у данных серий большие. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 5000 рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 20 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 60 тысяч рублей. Теперь переходим к третьему выпуску. Напоминаю, что у третьего выпуска 4 подписи, среди которых имеется подпись Колмановича и Карклина. Начнем с серии ИМ. Обе буквы большие. Образец с красными надпечатками, стороны отдельно. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 40 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 90 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 120 тысяч рублей. Далее следует серии от ИВ до КУ. Первая и вторая буквы у данных серий большие. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 5000 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 35 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 100 тысяч рублей. Теперь переходим к четвертому выпуску. Напоминаю, что у четвертого выпуска 4 подписи, среди которых имеется подпись Колмановича и Горбунова. Начнем с серии ТС. Обе буквы большие. Образец перфорации двухсторонний. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 40 тысяч рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 90 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 120 тысяч рублей. Далее следует серии от ЛЕ до ЯЯ. Первая и вторая буквы у данных серий большие. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 3000 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 7000 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 25 тысяч рублей. Далее следует серия от АА до ЯЯ. Первая буква у данных серий большая, вторая маленькая. Цена данных серий в состоянии Very Fine составляет 3500 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 8000 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 30 тысяч рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность – это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 2 червонца 1928 года, то не забудьте написать об этом в комментарии и какая именно у вас серия и степень сохранности. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!